Одной из любимейших закусок у корейцев является кровяная колбаса. Я думаю, многие из вас пробовали это лакомство, ведь данный вид колбасы существует у очень многих народов мира, да и делается она у всех примерно одинаково. Ну и как вы уже поняли из названия, сегодня мы готовим не кровяную колбасу, а суп из нее. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Food Court. Кровяная колбаса, или как ее называют в Корее сунде, бывает разных видов, и едят ее корейцы с давних времен. Впервые упоминание о ней появляется в 17 веке в кулинарных книгах династии Чосон, и по сей день это одно из самых популярных блюд в Южной Корее. В Сеуле даже есть здание, которое неофициально называют городом Сунде, ведь там сосредоточено очень большое количество ресторанов, которые специализируются именно на этом блюде. Естественно, существует суп из кровяной колбасы. Вариантов его приготовления тоже великое множество, и важно понимать, что единого рецепта нет. Но сегодня я покажу самый простой, не острый, но очень вкусный сунде-кук. И прежде чем мы начнем, друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Для меня это очень важно, так вы меня поддерживаете и помогаете моему каналу развиваться. Начинаем готовить. По традиции на экране вы видите все необходимые ингредиенты. Вы можете поставить видео на паузу, сделать скриншот, либо спуститься в описание. Там тоже доступен этот список, а также полезные ссылки и тайм-коды. Готовить мы сегодня будем на 2 порции. Итак, начинаем с нарезки овощей. Берем половинку репчатого лука и нарезаем перьями. Далее зеленый лук. Его режем не сильно мелко, примерно на кусочки длиной 2-3 см. Чеснок измельчаем. Делаем это либо чеснокодавкой, либо с помощью ножа. Как вам удобнее. Ну и последний нарезаем саму колбасу. Режьте не тонко, чтобы во время варки колбаса сильно не развалилась. Нарезайте примерно толщиной 1,5-2 см. Друзья, я купил обычную кровяную колбасу на рынке у мясников. Как-то раз я использовал кровянку из супермаркета, и тоже было нормально. Они, конечно же, отличаются немного по вкусу, но не кардинально. Некоторые знатоки сейчас в комментариях напишут, что корейцы кладут внутрь не гречку, а рис, и это главное отличие. Но нет, друзья, мы кладем не только рис, мы туда иногда кладем еще крахмальную лапшу, кусочки мяса, морепродуктов, кимчи, сою, зеленый лук, листья кунжута и много-много-много всего разного. Но это уже другая история, а мы возвращаемся к супу. Итак, включаем плиту. Ставим на огонь кастрюлю, либо сковороду вок. Я использую глиняный горшок тальсот, объемом 1 литр. Вы можете использовать обычную стальную кастрюлю. Добавляем 1-2 столовых ложек растительного масла и выкладываем жариться репчатый лук. Регулярно мешайте и обжаривайте примерно 1 минуту. Как только лук немного размягчится, добавляйте мясной фарш. Фарш можете использовать как говяжий, так и свиной, либо вообще их смесь. Тоже регулярно мешайте и жарьте на сильном огне примерно 3 минуты. После этого добавьте воду, заполнив кастрюлю примерно на 3/4. Лично у меня вышло 600 мл воды. Ждем, когда суп закипит. Дайте бульону покипеть пару минут, а уже потом добавляем специи. Кладем половину столовой ложки говяжьей приправы доседа и солим по вкусу. Лично я добавил половину чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваем. Друзья, если у вас нет приправы доседа, или в некоторых магазинах она продается как дошида, то ничего страшного, можете сварить без нее, тоже будет вкусно. Только тогда соли придется добавить чуточку побольше, иначе будет пресно. Итак, далее добавляем крахмальную лапшу. У меня корейская бататная лапша. Если у вас ее нет, то можете положить обычную китайскую фунчозу. В Корее я как-то раз вообще ел вариант с пшеничной лапшой. В общем, она тут не главный ингредиент. Далее кладем ростки сои и перемешиваем, чтобы вся лапша ушла под бульон. Далее добавляем 1/3 чайной ложки черного перца. Опять перемешиваем.
Как снова бульон начнет бурлить, выкладываем главный ингредиент – сунде. После накрываем крышкой и на медленном огне варим 5 минут. Через 3 минуты откройте крышку и добавьте зеленый лук и чеснок. Перемешайте и снова накрыв крышкой, продолжайте варить оставшиеся 2 минуты. Ну все, друзья, сунде кук готов. По желанию можете добавить 1 чайную ложку кунжутного масла и украсить кунжутными семечками. Подавайте на стол в горячем виде вместе с рисом и другими корейскими закусками. Приятного вам аппетита! Друзья, как видите, суп готовится быстро и он очень простой. Вместо фарша, кстати, можете обжарить нарезанный на ломтики бекон, либо ветчину. Если хотите заморочиться и сделать суп еще более вкусным, то можете сварить его, добавив вместо обычной воды говяжий либо куриный бульон. Получится очень наваристо и вкусно. Важно помнить, что кровяная колбаса сама по себе очень хрупкая, и именно по этой причине мы добавляем ее за 5 минут до окончания приготовления. Так она немного распадается, но при этом полноценно насыщает бульон своим вкусом. Если у вас нет ростков сои, то можете заменить их на мелко нарезанный соломкой кабачок. Ну а бататную лапшу можете заменить обычной китайской фунчозой. Ну либо на обычную пшеничную лапшу. А можете вообще без нее обойтись, все равно потом с рисом будете кушать. Ну а если хотите острую версию, то можете добавить острый перец и мелко нарезанное кимчи. Смело экспериментируйте. В общем, друзья, я надеюсь, вам понравился рецепт. Жду ваших комментариев под роликом. Также не забываем подписываться на канал, ставить лайки и жать в колокольчик. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно гляньте другие мои рецепты. Ну и всем пока.